Все ингредиенты перед вами. Главный ингредиент в этом чудесном сицилийском пироге – это сыр рикотта. Очень и очень просто готовится. Вы будете в восторге. К 4 яйцам добавляем 200 грамм сахара, перемешаем миксером или же венчиком, так слегка до растворения. Добавляем 250 грамм этого чудесного сыра рикотта, 125 миллилитров оливкового масла. Конечно же, на Сицилии используют только оливковое масло. Добавляем цедру лимона и апельсина. Можно только одного чего-то, но если добавите оба, будет еще вкуснее. Вот этот огромный, посмотрите, какой чудесный лимон с Сицилии родом. Опять миксером или венчиком перемешаем, чтобы однородная консистенция получилась. Миксер убираем, он нам больше не понадобится. Осталось добавить муку, разрыхлитель и ванилин. И все. Здесь у меня 250 грамм просеянной муки высшего сорта. Добавляем 1 полную чайную ложку разрыхлителя. Перемешаем это все. Добавим сюда ванилин. Если у вас жидкий ванилин, то прямо сюда добавляйте. Жидкое к жидкому, сухое с сухим надо перемешивать. Тоже перемешаем. И осталось добавить муку с ванилином и разрыхлителем в наши жидкие ингредиенты. Перемешаем вот обычным шпателем, чтобы получилась однородная консистенция. И все, тесто будет готово. Тесто готово. Переносим в форму и выпекаем. Выпекать этот пирог можно в любой форме. Такого размера, это чуть побольше. Или даже вот в хлебнице можно выпекать. В зависимости от того, какого размера будет ваша форма, понадобится больше или меньше времени. Я буду выпекать вот в такой форме. Диаметр здесь 22 сантиметра. Конечно же, нужно хорошо обмазать дно и края этой формы. Для этого я всегда использую вот такие обертки от масла. На дно постелим вот эту бумагу для выпекания. И осталось перенести вот эту массу в нашу форму подготовленную. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. В зависимости от размера вашей формы это займет больше или меньше времени. Как проверять готовность? Я уверена, что вы знаете. Берете деревянную палочку, зубочистку, спичку, втыкаете в середину вашего пирога. И если палка выходит оттуда сухая, значит ваш пирог готов. Итак, ставим в духовку и ждем. Посмотрите на этот пирог. 35 минут я продержала этот пирог в духовке при температуре 180 градусов. Вам может понадобиться больше или меньше времени в зависимости от размера вашей формы. Оставим минут на 10, чтобы форма слегка остыла, и затем откроем ее. Итак, открываем нашу форму. Смотрите, как легко это все отходит. Дождитесь, пожалуйста, чтобы ваш пирог остыл. Пирог полностью остыл. Осталось разрезать его и насладиться. Этот пирог очень просто готовится. Приготовьте и насладитесь. Приятного аппетита! Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь нашими видео со своими друзьями.